История песни «Амиратер». Автор музыки Ренат Гайсин с улыбкой вспоминает, как эта мелодия неожиданно настигла его в машине, пока он ехал по вечернему Алматы. Ее даже не пришлось записывать, поскольку она регулярно напоминала о себе, повторяясь в голове в течение нескольких месяцев. При вопросе, что вдохновило Рената на создание столь проникновенной композиции, музыкант сразу же вспоминает отца. Он с самого детства внушал сыну, что однажды тот обязательно должен написать что-то серьезное, что-то, что рассказало бы об истинной душе композитора. «Амиратер», по словам Рената Гайсина, с 2009 года лежала на полке. Закончив произведение, музыкант долгое время не понимал, кто бы мог спеть ее столь эмоционально, как того просила мелодия. И только в 2021 году песня, наконец, дождалась своего исполнителя в лице Димаша Кудайбергена. Для себя композитор называет «Амиратер» одой жизни. Одой жизни любого человека, который хотя бы раз задумывался о смысле своего существования. Аранжировку Ренат создавал совместно с Димашем. И еще много лет назад музыкант представлял, как именно должна звучать эта композиция. Каждый день они работали с исполнителем в студии, продумывая все, что хотели вложить в звучание будущей песни. Автором слов «Амиратер» выступил известный казахстанский поэт Талант Арангали. Талант — один из самых востребованных современных поэтов, он написал много прекрасных текстов на песни, ставшими хитами. Над «Амиратер» мы с ним работали в течение 2-3 дней. Талант, как гениальный автор слов, услышав меня и Димаша, вложил сердце и душу в этот текст, поделился Ренат. Клип был снят по заказу «Автономный округ» агентства «Хабар». В итоге идея сделать подарок поклонникам творчества Димаша в честь 30-летия независимости Казахстана обрела реальные черты. Историю создания и посыл музыкального видео «Амиратер» раскрыла его режиссер Анна Обаянская. С первых секунд перед зрителем предстает большой торжественный театральный зал. Он пуст, и лишь изредка в нем появляются люди разного возраста и пола, как символ того, что человек приходит в эту жизнь и уходит из нее один. Объединяет всех людей в зале он образ человека, находящийся вне времени. Димаш — герой, который воспевает жизнь и пропускает через себя прошлое и будущее целого народа. Будущее в данном случае находится за его спиной в виде футуристического сияющего портала. И на протяжении всего клипа Димаш как бы вращается между аскетичным, минималистичным черно-белым порталом «Неизвестное будущее» и красочным залом «Яркое настоящее и богатое прошлое». О легендарном прошлом народа напоминают ожившие выдающиеся исторические персоны. Они так же, как и поколение современников, вдохновенно слушают своего потомка, стоящего на сцене перед ними. В клипе символически показаны люди разных эпох, возрастов, гендеров, сословий. Это и легендарные личности, которых уже давно нет в живых, но они оставили после себя великое наследие, и простые молодые жители современного Казахстана, которым еще только предстоит пройти свой путь и достигнуть новые вершины, рассказывает Анна Обаянская. Поворотной фигурой клипа становится старец, лицо которого видно не сразу. Он проходит по пустому залу, в каждом его движении читается ностальгия, будто он здесь уже был когда-то. В ключевой момент зритель понимает, что это и есть Димаш, но в глубокой старости. Умудренный жизненным опытом взрослый мужчина и полный энергии и устремлений молодой парень — одно целое. Старик в зрительном зале смотрит на себя юного на сцене, и вся жизнь проносится перед его глазами. Этот момент олицетворяет цитату артиста о том, что однажды он также сядет в зрительном зале, как простой зритель, и ему не должно быть стыдно за пройденный жизненный путь. Финальный кадр клипа вновь возвращает зрителей в атмосферу театрального зала, который начинает оживать, и в нем появляется все больше и больше людей. При этом сам артист идет к своему зрителю здесь и сейчас. И этот путь не заканчивается.